Всем привет, ребята! Меня зовут Таня, вы на канале Ти-Джим. Ставьте этот ролик на паузу, бегите на кухню, делайте себе чашечку ароматного чая или кофе, берите полезную вкусняшку и возвращайтесь ко мне, потому что сегодня у нас ролик о фитнес-покупках. Сегодня я расскажу, что же я за последнее время прикупила для моей фитнес-жизни. Будут спортивные добавки, и не только, и даже спортивная одежда. Так что, надеюсь, вы готовы. Вы знаете, в последнее время задумалась, стоит ли смешивать фитнес-тематику с бьюти-тематикой. Вроде бы очень близкие по смыслу темы, и многие из вас даже меня просили об этом в комментариях. Так вот, стоит ли показывать бьюти-продукты, что-то по уходу или декоративную даже косметику, одежду в моих роликах? Жду ваше мнение в комментариях. Пока об этом я пишу в инстаграме, делаю разные обзоры с фотографиями, так что можете заходить и проверять, что там есть на сегодняшний день. Я съеду. Начнем мы, конечно же, с iHerb, потому что это основное мое любимое место, основной сайт, где я делаю заказы спортивных добавок и не только. И у нас с Димой закончились жиры, я решила заказать омега-3, то есть рыбий жир. Этот бренд бестселлер на iHerb, я изучила очень много разных аналогов этих жиров, но именно по составу, соотношение качества и цены, это такой лучший вариант, я бы сказала. У этих капсул может быть незначительный минус в виде небольшого послевкусия рыбного или, извините меня, отрыжки. Но я вам скажу, что такое бывает практически у всех капсул, которые я пробовала с рыбьим жиром, так что это вполне нормально. Полезные жиры — это, наверное, самая важная добавка для нашего здоровья, для мужчин, для женщин вдвойне, я бы сказала, потому что волосы, ногти, кожа. Я уже на протяжении, наверное, года постоянно принимаю такую добавку. Иногда я, конечно, меняю бренды, беру не только омегу-3, а омега-6, 9 и так далее, но это постоянно в моем рационе. Как принимать эту добавку? Вообще, iHerb сайт, он славится такими преувеличенными дозами, где-то их очень много в каких-то добавках. Так вот, на этой баночке написано, что вы должны принимать 4 капсулы в день, то есть 2 раза по 2 капсулы за прием пищи. Жиры принимаем всегда вместе с едой, но эта доза в 4 капсулы в день все-таки предназначена для лечения. Если у вас, к примеру, очень плохое состояние волос, кожи, ногтей, и вы хотите реально подлечиться, то да, 4 капсулы в день. А если вы хотите принимать вот такие вот добавки с целью профилактики, просто чтобы поддерживать уровень полезных жиров в своем организме, то я лично принимаю 2 капсулы в день, утром вместе с завтраком и в обед вместе с обедом, естественно. Так что этого будет достаточно. Я даже своего мужа Диму подсадила на iHerb, он просто фанат. Нет, вы даже не представляете, он действительно фанат разных добавок, разных таблеточек, разных травочек, разных микстур. В общем, это серьезно. У меня иногда есть чувство, что я живу с каким-то дедушкой. Так вот, он заказал себе 2 добавки. Первая добавка цинк, очень важная добавка для мужского здоровья. Я думаю, многие знают. Хотела бы чуть поподробнее рассказать о этой баночке. Это пребиотики, и они необходимы для тех, у кого проблема с походом в туалет, для тех, кто ест очень много белка и мало углеводов, мало клетчатки, для того, чтобы помогать все эти процессы переработать вашему организму. Как раз пребиотики помогают бороться с этим делом. Здесь 60 капсул, они не слишком дешевые, но все-таки это необходимая добавка для тех, у кого имеется такая проблема. Когда-то давно, когда iHerb был малоизвестным сайтом, в просторах интернета я искала качественное кокосовое масло, чтобы мазать его на волосы. Я думаю, что многие знают эту баночку, многие ее пробовали, я опять ее нашла, я опять ее заказала. Я не помню, когда последний раз использовала кокосовое масло для волос, и все потому, что я просто открыла кокос для себя в готовке, в использовании кокосового масла просто везде. Я добавляю его при готовке к сырникам, я добавляю его в сами сырники, я его везде просто добавляю. В принципе, расход у него нормальный такой, но просто потому что я очень его люблю. Так что, ребят, советую вам именно этот бренд, проверьте ссылочку в описании. И да, его можно использовать и для косметических целей, и для готовки на кухне. Давайте еще немножечко идей, надеюсь, вы не против. Так вот, я частенько просматриваю другие блоги, смотрю, что люди заказывают с iHerb, что им нравится, что не очень, я думаю, все так делают. И я заметила, что многим нравится вот эта овсянка. Здесь довольно-таки увесистый пакет, 907 грамм, практически килограмм, и это стопроцентная whole grain, то есть цельнозерновая овсянка, то, что нам необходимо. Забудьте, пожалуйста, про эту овсяную
кашу, не знаю, слизь, которая варится там 5 минут под кипяточком. Это просто выбросите и забудьте. Пожалуйста, обращайте внимание на упаковки, когда вы их покупаете, ведь овсянка это по сути как натуральный такой скраб для нашего желудка, который как раз счищает все самое такое неполезное, что мы могли когда-нибудь съесть с того же мяса, к примеру. Я пока ее не пробовала, я расскажу, если что, если есть какой-то особый вкус в каком-то влоге, допустим. Но я хочу вам сказать, если вы живете в Украине, попробуйте этот бренд, называется он очень странно «Скворянка». Здесь также крупное зерно, этот пакетик 500 грамм, и он стоил около 15 гривен. И это как раз то, что нужно крупное зерно для получения пользы, полной пользы от овсянки. Так что обратите внимание. И последнее, что я вам покажу с iHerb. Кстати, посылка мне пришла где-то 4-5 дней назад, и я сказала Диме: пожалуйста, оставь мне один батончик из этой упаковки, потому что я хочу его показать для видео. Ну и он, естественно, оставил мне только один. Я, кстати, успела попробовать только половинку одного. И я вам хочу сказать, что это очень популярный бренд, очень многие берут эти батончики. Только вот с какой целью они их берут, я не совсем уверена, потому что белка в них, то есть это не протеиновые батончики, белка в них всего лишь 5 грамм. В них 170 калорий, ну вроде бы не так уж и много, но на эти 170 калорий 5 грамм белка и 12 грамм жира как-то многовато. Да, конечно же, состав у них неплохой, то есть как полезная вкусняшка вполне может быть, но не с целью для того, чтобы получить какой-то белок, допустим, после тренировки. По вкусу они, конечно, просто божественны. У меня со вкусом chocolate coconut bar, то есть с кокосовой стружкой внутри. И это действительно как баунти. Но да, так как они очень вкусные, с ними нужно быть все-таки немного осторожными, чтобы не съесть просто всю упаковку, когда она вам сразу же придет. Я бы, к примеру, советовала такой батончик съедать вместе с протеиновым коктейлем после тренировки. А если вы худеете, то, наверное, все-таки половинку этого батона. Так, с iHerb мы закончили, ребят. Если вас заинтересовали какие-либо из этих товаров, то обязательно проверяйте описание под видео, там будут ссылочки на эти товары. И также пользуйтесь моей скидочкой в 5%, можно так сэкономить на какую-то очередную вкусняшку и даже при следующих ваших заказах. Помните, в одном из влогов я вам показывала гигантскую посылку от спортивного бренда Meal2Go? Так вот, там был протеин, сывороточный протеин, концентрат, и это один из брендов, который я вам могу с чистой совестью советовать. Я уже давно с ними сотрудничаю, вообще распробовала практически все у них много сейчас новинок, и у этого бренда очень хороший состав, я вам могу действительно его посоветовать. Здесь в порции 25-граммовой вы получаете 20 граммов белка, вы получаете 2 грамма жира и всего 98 калорий. Это очень хороший состав, на соотношение, опять же, цены и качества и того, что вы получаете, это очень хороший состав. Данный пакетик у меня без вкуса, здесь нет никаких ароматизаторов, хотя есть у них 20 разных вкусов для протеина, и мне даже такой больше нравится, потому что я могу, как вы знаете, выбирать разные дропсы и каждый раз пробовать новый протеин с новым вкусом. Многие меня спрашивают, стоит ли вообще покупать протеин, если ты подросток, если ты тренируешься на похудение, на набор мышечной массы, в общем, неважно, стоит ли его покупать. Я у всех в ответ спрашиваю: а вы уверены, что в вашем питании, в вашем рационе достаточное количество белка? Для девушек это обычно 1,5-2, ну если вы, допустим, наращиваете мышцы, грамма на килограмм вашего веса. Не у всех получается набирать столько белка обычным питанием, это нужно действительно очень много, часто кушать, яйца, мясо, молочные продукты, и не у всех это получается, во-первых, по деньгам, да и по времени. Я бы, наверное, уже чокнулась есть столько белка. Так вот, как раз протеин в этом и помогает. Это как дополнительный прием пищи, перекус между основными приемами пищи. К примеру, я могу его использовать даже в выпечке, добавлять в овсянку, куда угодно, чтобы повысить белковость своей пищи. Ну и, собственно, как коктейль протеиновый после тренировки с каким-то маленьким кусочком углеводов, это будет просто замечательно. Так что посмотрите на свой рацион и почитайте, сколько примерно белка в вашем рационе вы потребляете. Если его недостаточно, то протеин как раз в этом и помогает. Нам с Димой очень повезло с районом, где мы живем в Софийской Борщеговке, это практически Киев. Так вот, здесь каждую субботу проходит ярмарка с домашними продуктами, и мы стараемся все-таки не покупать продукты в супермаркетах уже которое время, а ждать субботы, чтобы купить что-то домашнее, что-то более полезное, сметану, творог, мясо, яйца, в конце концов. Я очень довольна качеством, и мы там нашли мужичка, у которого
Zara купили вот это замечательное оливковое масло. Я пробовала очень много разных брендов и в супермаркете покупала, но такого аромата, такого вкуса, вот послевкусия в салатах, если ты что-то жаришь на этом масле, я такого еще не видела. Если вы каким-то образом найдете это масло, я оставлю его полное название в описании под видео, обязательно посмотрите, то обязательно берите. Это просто что-то невероятное, это extra virgin olive oil, оно прямиком с Греции, и вообще качественное оливковое масло, кокосовое масло, и все, вам больше ничего не нужно для приготовления вкусной и полезной пищи. Закончили мы с питанием, с добавками, с едой, и давайте быстренько пройдемся по одежде и разным гаджетам. Из гаджетов у меня будет только наушники, наверное, каждый второй у меня по моим фотографиям в инстаграме, вообще по сторис спрашивает, откуда у тебя эти наушники. Мне их подарили еще в Америке, и я вот честно не знаю, сможете ли вы их где-то найти, может в каком-то интернет-магазине заказать. Я вставлю здесь их название, Meizu, как-то они называются. Они очень классные, миленькие, с такими интересными ушками, но, честно говоря, они просто бестолковые в плане наушников для спорта, потому что они постоянно спадают. У наушников для спорта должна быть какая-то более жесткая фиксация, потому что если, допустим, ты делаешь гиперэкстензию, к примеру, то это очень тяжело. Ну а так, конечно, качество у них супер. Ну а сейчас переходим к одежде. У меня, в принципе, здесь немного одежды. У меня есть одни лосинки, они в таком, знаете, стиле носков, опять же. Я их заказала то ли с Ромви, то ли Shein. Я, если что, опять ставлю вам ссылочку в описании. Они меня, конечно, немножечко удивили. Во-первых, здесь резинка, вы видите, да, ширину этого места для резинки. А резинка, вот она. Я ж сопля вылетела. Ну, китайцы могут, я знаю, да. Длина у них, опять же, для маленькой китайской школьницы. Они классно смотрятся до момента с бедром. Дальше это непонятная скомканная ткань в области колена. В общем, что я тут рассказываю вам про эти лосины? Они, конечно, очень странные. Я просто хотела купить себе лосины такие, знаете, не слишком светлые, чтобы можно было класть на них какую-то гантель. Ну, в общем, было не жалко. Ну и дальше у меня идут два комплекта от бренда Designed for Fitness. Я думаю, что многие с ними знакомы. Весь инстаграм забит их костюмчиками, и я решила взять два, попробовать. Здесь один костюм идет с лосинами. Очень интересно он смотрелся на картинке, но я не совсем согласна с кроем. Они классные, но на рост, опять же, 1,73 м, какой у меня, здесь все-таки коротковатые. Ягодицы смотрятся классно, конечно, за счет вот этой обводки, но меня смущает вот эта часть с резинкой. Если бы была просто резинка, то было бы гораздо круче, но вот эта ткань зеленая, она странно как-то постоянно скомкивается и вообще очень странно смотрится. Чем я очень довольна, так вот этим топом. Это как такой комплектик идет. Здесь тоже вот этот стиль с резинками. Я так понимаю, что многие бренды сейчас как-то берут это себе на вооружение, эти резинки. Интересно, конечно, смотрится, но не для всех это подойдет, потому что, к примеру, у девочек, которые серьезно занимаются, у них спинка может быть чуть-чуть пошире, и вот эта резинка может все-таки реально давить. Чем я здесь довольна, так это пушапом. Можно даже не думать какой-то там лифчик еще снизу надевать. Здесь действительно очень классный пушап. Последний комплект от этого же бренда, и я им абсолютно довольна. Здесь идут шортики. Я как бы нормально отношусь к шортам в тренажерном зале, но, допустим, при каких-то тренировках это не совсем удобно. Также, допустим, у кого проблемы с фигурой, шортики все-таки не подойдут. Поэтому не для всех этот наряд. Но вот топик их мне очень понравился. Во-первых, я люблю сочетание розового, серого, черного. Очень классно смотрится. Здесь просто обалденные чашечки, они тоже с пушапом. Ничего нигде не давит. Опять же, здесь есть резинка, но она хотя бы нормальная, да, та слишком жесткая прям была. Так что я вот топиком вот просто 100% довольна. По-моему, еще в зеленом есть цвете. Ну и как бы все, наверное, будем заканчивать на этом без того длинный ролик. Я надеюсь, он вам понравился, и также я жду ваше мнение по поводу бьюти товаров, стоит ли их показывать на моем фитнес-канале, сочетается ли это, или, допустим, оставить эту такую маленькую тематику для влогов, к примеру. Так что пишите ваше мнение обязательно. Также оставьте в комментариях ваши фитнес-покупки, которые вы совершили в последнее время, будет интересно почитать, и вообще давайте делиться полезной информацией. Ну а мы с вами встретимся в следующем ролике. Всем удачи, пока-пока!